Из грязи в князи. Эта русская поговорка подходит к большинству так называемых птенцов гнезда Петрова, сподвижникам Петра Великого. Но более всего она применима к неграмотной прачке Марте Самуиловне Скавронской, в православии Екатерине Алексеевне Михайловой, ставшей императрицей Всероссийской Екатериной I. В 1700 году разразилась Северная война. В августе 1702 года русская армия под командованием фельдмаршала Шереметьева заняла лифлянский город-крепость Мариенбург. По законам войн того времени город был отдан на разграбление солдатам, а жители оказались в положении пленных. В Мариенбурге проживал известный пастор Глюк, в доме которого работала служанкой, рано осиротевшая 18-летняя Марта Скавронская. Не то латышка, не то литовка, происходившая не то из крестьян, не то из городских мещан. По некоторым свидетельствам, Мартой в качестве трофея завладел безымянный солдат, а уже от него она попала в дом Шереметьева и стала его любовницей. Другой источник утверждает, что она пришла к Шереметьеву, сопровождая Глюка, который явился просить остановить разбой. Согласно еще одному варианту истории приключений Марты из грязи в князи, ее взял в служанки драгунский полковник Баур. И от него она оказалась у ближайшего соратника Петра I, князя Меньшикова. Там же Марту переименовали в Екатерину. Так или иначе, но именно в доме Меньшикова ее увидел царь. Властитель России сразу же обратил особое внимание на маленькую, дородную, румянощекую, с выразительными черными бровями и жесткими черными волосами девушку, выделив ее среди бесконечной череды царских портомой и митрес. Она оказалась среди фрейлин царевны Натальи, сестры Петра. Через некоторое время Екатерина полностью овладела сердцем царя. Самодержец признавал детей от Екатерины. Всего у пары родилось 11 детей. Но кроме двух дочерей Анны и будущей императрицы Елизаветы, все умерли в младенчестве. Екатерина была столь необходима Петру, что он не расставался с ней даже в военных походах. А когда все же случались разлуки, они обменивались трогательными письмами. Екатерина умела успокаивать царя в минуты гнева. С Петром часто случались нервные припадки, они вызывали страшные головные боли, тогда он подозревал приближенных в покушении на свою жизнь и мог казнить всех без разбора. В такие минуты придворные обращались к Екатерине за помощью. Звук ее голоса приостанавливал припадки. И все же жениться на Екатерине, сделав ее тем самым супругой русского царя, Петр решился лишь через много лет. Свадьба Петра и Екатерины, состоявшаяся в феврале 1712 года, была скромной. Россия вела в то время две войны – со Швецией и Турцией. А кроме того, ведь женился военный моряк, адмирал Петр Михайлов. 6 мая 1724 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялась невиданная до тех пор по красоте и величию церемония коронации Екатерины. Для этого события в Париже было изготовлено специальное одеяние. Золотые украшения, драгоценные камни на нем весили почти 100 килограммов. Екатерина, 3 дня до того молившаяся и постившаяся, едва могла двигаться под их тяжестью. Император возложил драгоценную корону на голову супруги. Во здравие коронованной императрицы в Москве и Петербурге вздымались ввысь, окрашивая небо, салюты и фейерверки. На улицах стояло множество бочек с водкой, на вертелах жарились быки, на площадях били фонтаны вина. Однако здоровье самого императора к этому времени заметно ухудшилось. И 28 января 1725 года он скончался. В верховной власти образовался вакуум. Это случилось потому, что самодержец не оставил завещания, явственно не указал на престолонаследника, а из детей в живых были лишь 2 дочери. Судьба престола решалась в состязании 2 непримиримых партий. Птенцы гнезда Петрова ратовали за воцарение Екатерины, а старая родовитая знать видела императором десятилетнего великого князя Петра, сына царевича Алексея, внука Петра Великого. При поддержке гвардейских полков во главе с их командирами победу одержали приближенные покойного царя. Так простолюдинка Марта Скавронская стала царствующей императрицей Екатериной I.